Проблема бездомности является одной из самых острых и актуальных во все времена и во всех странах мира. Не изменилось ни одно поколение, ни одна культура, которая бы не сталкивалась с этой проблемой. Сложно найти уголок земного шара, свободный от бездомных. Печальная правда состоит в том, что на фоне быстрого социально-экономического роста многие люди вновь остаются за бортом общества, испытывая те же страдания, что и их предшественники. Подходы к решению этой проблемы варьировались в зависимости от культурного и исторического контекста, уровня экономического благосостояния, политической стабильности и многих других факторов. В современном мире, где признается существование разных форм помощи и поддержки, бездомные могут рассчитывать на получение помощи от многочисленных благотворительных организаций, социальных служб, а также волонтеров, готовых протянуть руку помощи. Многие приюты предоставляют временное жилье, пищу и даже медицинскую помощь. Но, несмотря на это, проблема бездомности по-прежнему остается на повестке дня, и все еще существуют места, где такие услуги не предоставляются. В то время как сегодня такие приюты стали чем-то обыденным, менее чем столетие назад о подобном приходилось только мечтать. Преступности, алкоголизм, психическое здоровье — все это усугубляло уже и так безнадежные обстоятельства. Когда мы задумываемся о собственном доме, комфортном матрасе, который может показаться жестким, или узкой кровати, стоит обратить внимание на то, как спали бездомные в Великобритании начала XX века. Сложно поверить, что некоторые из них были вынуждены проводить ночи, свесившись с веревки и без каких-либо гарантий безопасности. На фотографиях 1920-х, 1930-х годов, сделанных в Лондоне, можно увидеть отчаянных людей, которые пытались выжить в условиях, о которых сегодня многие даже не могут представить. Часто в их карманах находилось лишь 2 пенса на ночлег. Именно столько требовалось заплатить за возможность переночевать, повиснув на веревке, что на первый взгляд кажется настоящим издевательством. Однако в то время это воспринималось как единственный способ избежать промозглой ночи на улице, холодного ветра и дождя. Бездомные страдали не только от холода, но и от унижения, которое накапливалось с каждой неудачной попыткой найти пристанище и защиту от внешнего мира. Социальные стереотипы и клеймо, лесные негативные упреки, направленные на бездомных, стали причиной того, что многие из них старались не поднимать головы, чтобы не привлекать внимание. Бездомные в Великобритании долгое время оставались незамеченными, пока в 1865 году британский священник-методист Уильям Бут не создал Евангелическую христианскую ассоциацию Возрождения. Это движение, позже переименованное в Армию спасения, стало одним из первых, кто начал открывать ночлежки для бездомных. Поначалу организации и инициативы Бута и его последователей терпели неудачи, однако вскоре они трансформировались в настоящую систему помощи. Писатель Джордж Оруэлл, которому мы обязаны многими остроумными и проницательными идеями о структуре общества, широко известен не только как автор известных произведений, таких как «1900» и «Скотный двор».
но и как наблюдатель явлений, вошедших в его литературу. Он детально описал условия жизни бездомных и ночлежек в своих книгах, включая «Фунты лиха» в Париже и Лондоне. Именно этот текст стал своего рода нарративом, рассказывающим о жизненном пути бездомных, их страданиях и ежедневной борьбе за выживание. Ранее те, у кого не было дома, отправлялись на прибрежные набережные, чтобы занять место на скамейке, где надеялись провести ночь в относительном спокойствии. Лондонские законы разрешали им отдыхать на улице, однако, если их ловил патруль, людей могли разбудить и выгнать, утверждая, что это делается на благо, для предотвращения переохлаждения и, в худших случаях, гибели от холода. Ночлежки армии спасения предлагали более безопасные и теплые условия, чем улица, однако проверить, можно ли считать подобные условия комфортными, вопрос открытый. Тем не менее, эти заведения не работали бесплатно, и степень комфорта зависела от имеющихся у человека средств. За небольшой платеж можно было посидеть на скамейке в теплом помещении, но ложиться и спать не разрешалось, что создавало дополнительные психологические проблемы для бездомных. Это формировало особую атмосферу. Каждый умел находить в себе силы, чтобы принимать реальность, но постоянно оставался в ожидании, что народная молва заставит их избавиться от этих ужасающих мыслей и событий. Служащие ночлежек строго следили за соблюдением правил и, как правило, нещадно будили тех, кто нарушал их. Эта система существовала и поддерживалась для обеспечения порядка, но являлась отражением менталитета, который не всегда учитывал потребности бездомных. Настоящей мантрой собственного существования были слова: «Погрелся, отдохнул, уступи место следующему». Двухпенсовый подвес считался ночлегом, который предлагал чуть больше удобства. Бездомные размещались на длинных лавках, и перед ними натягивалась веревка, на которую можно было опереться. По сути, надежда на не упасть во сне. Многие бездомные пытались использовать сложенные пальто или куртки в качестве подушек, но чаще всего они спали стоя, перекинувшись через эту сомнительную опору, которая зачастую была большей пыткой, чем ночлегом. Долгие часы, проведенные в ожидании своей очереди, повторялись день за днем. Никто не мог предсказать, как сложится будущее, и, отчаявшись, некоторые из бездомных начинали терять надежду на жизнь, пробуя как самый последний эксперимент разные невидимые границы, на которые люди иногда отваживаются. Недавний эксперимент одного из пользователей интернета, решившего попробовать такой способ сна, говорит сам за себя. Он поделился своим опытом. После ночи, проведенной на веревке, могу сказать, что это просто ужасно. Если бы я оказался в такой ситуации, то нашел бы крайние меры, лишь бы не мучиться так. Сначала я пытался уснуть, стоя лицом к веревке и обхватив ее руками. Удержаться в таком положении оказалось сложно. Продержался около 3 минут, потому что когда я усну, ноги ослабевают, и я просто упаду. Затем я сел лицом к веревке и положил на нее голову. Может, это возможно только если сильно устал. В конце концов, я наклонился вперед и оперся на веревку.
Это оказалось гораздо удобнее, и я понял, что смог бы так заснуть. Это почти как спать, положив голову на стол. Но, к сожалению, если кто-то случайно потянет веревку, то последствия могут быть печальными. Некоторые люди действительно пытались спать, перекинувшись через веревку, и находили в этом некоторую поддержку для тела, но они также знали, что это не выход. Их физическое состояние со временем ухудшалось, и даже если им удавалось проспать час за ночь, нельзя с уверенностью сказать, как долго спали другие бездомные. В 5 утра, когда в помещение заходил специальный работник, сигнальный сигнал о начале нового дня прозвучал безжалостно. Одна из его обязанностей заключалась в том, чтобы разбудить всех, используя вспомогательные методы, такие как щекотка или просто отвязывание веревок, что, безусловно, снижало шансы на восстановление сил. Тем не менее, существовали и более гуманные ночлежки. За 4 пенса можно было разместиться в деревянной корочке, напоминающей гроб, и укрыться брезентом. Многим приходилось выбирать между невыносимым дискомфортом двухпенсового пассажирского места и этой лишь немного более приемлемой альтернативой. Сравнение было ясным. Да, это было жестко, холодно, да и все-таки имели шансы, что этот брезент защитит их от дождя и холода. Самая дешевая форма ночлега, которую предлагали, позволяла лежать на спине и подремать. На уровне ощущений это было важно, потому что давало хоть небольшую надежду на завтрашний день. Для тех, у кого было отложено 7 пенсов, предлагалась возможность переночевать на кровати. Пусть эта кровать была узкой, с ужасно твердым матрасом и накидкой вместо одеяла, но во всяком случае это была кровать. Далекая, но ни с чем не сравнимая пища для ума и вдохновляющий символ надежды. За шиллинг можно было получить больше: отгороженный спальный отсек и возможность воспользоваться ванной комнатой. Однако даже в этих более комфортных условиях не всегда удавалось уснуть, так как незабываемый шум и грязь превращали даже такие условия в испытание. Бесконечный кашель, разговоры и споры о чем угодно, исходившие от других бездомных, создавали отдельную среду тревожности. Поэтому заснуть было настоящим искусством, которого каждому из них не всегда удавалось достичь, и дни длились долго. Подобные ночлежки просуществовали до середины XX века, когда государство начало предоставлять койки нуждающимся бесплатно. Параллельно в это время появляются новые организации, работающие над улучшением социальной защиты и помощи беспризорным. Оруэлловские ночлежки, описанные в его работах, начали исчезать, себя изживая по мере того, как внимание общества к проблеме бездомности росло. Во многом именно благодаря ораторским способностям таких личностей, как Уильям Бут и Джордж Оруэлл, начались обсуждения, которые сегодня активно ведутся на глобальной арене. Долгое время у бездомных возникали не только проблемы с отсутствием места для ночлега и пищи, но и новые социальные стереотипы, которые усугубляли их тяжелые условия жизни. Эти ужасные условия жизни не могли оставить равнодушными горожан, хорошая часть которых формировала мнение о бездомных как об изгоях общества. Это привело к широко распространенным заблуждениям и предвзятости в отношении этой группы лиц,
что только еще более усложняло их шансы на нормальную жизнь, на получение работы и надежды на восстановление. В наши дни бездомные существуют в каждом уголке мира. Опыт различных стран показывает, что одним из наиболее важных шагов на пути к решению проблемы является внимание общественности к жизни людей на улице. Программы по переселению, совершенствованию законодательства, борьбе с выселением и созданию поддерживающих сообществ стали ключевыми мерами в борьбе с бездомностью. Каждый из таких шагов касается не только простых решений, но и требует комплексного подхода и внимания к вопросу, на котором сочетаются нужды и права людей. Лишь сочетание законодательных инициатив, благотворительных организаций и активистов, работающих вместе над этой проблемой, может помочь в построении действительно социального и поддерживающего общества, где каждый имеет право на безопасность и полноценную жизнь. Обозревание истории показывает, что изменения в обществе возможны, и именно осведомленность о проблемах бездомных может привести к улучшению ситуации. Необходимы всеобъемлющие усилия и активная деятельность со стороны всех, от правительственных структур до простых граждан, чтобы преодолеть социальные предрассудки, продвигать программы социальной справедливости и обеспечивать более людские условия жизни для всех. Как показывает история, однажды начатая работа может привести к тем изменениям, которые обеспечат достойную жизнь для каждого, независимо от обстоятельств. Важно помнить, что бездомные — это не просто статистика, это реальные люди со своими мечтами, желаниями и правом на достойную жизнь, и только совместными усилиями можно создать общество, где никто не будет оставлен на обочине.